Инструкция, как получать электронную подпись. В этом видео где и как получать электронную подпись. Что нужно для получения ЭЦП? Требования к заявлению, носителю и криптографическому ПО. Где использовать новую электронную подпись? Что делать с текущей подписью? Носители информации, токены. Где их купить? Сколько они стоят? Требования к токенам. CryptoPro CSP. Как пользоваться электронной подписью? Типичные ошибки при работе с электронной подписью. Канал Предприниматель Инфо. С 1 января следующего 2022 года электронные подписи для руководителей юрлиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов станут бесплатными. Получить электронную подпись можно только в ФНС и у доверенных лиц ФНС. Госорганы будут получать электронную подпись в Федеральном казначействе, кредитные организации в Центральном банке. Переходные изменения по ЭЦП уже сейчас в том, что электронную подпись для обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей теперь выдают только налоговые и аккредитованные удостоверяющие центры. Их список представлен на сайте Минцифры, то есть Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Ссылку вы сейчас видите на своих экранах, а также можете перейти по ней под видео в описании. По этой ссылке также перечень организаций, которые не прошли аккредитацию. В списке указаны юридические адреса организаций, но это могут быть крупные сети, имеющие представительство в разных городах и регионах. Поэтому, чтобы узнать, куда вам отправляться за электронной подписью, надо смотреть на сайтах удостоверяющих центров информацию о филиалах. Что касается налоговых инспекций, то далеко не все из них выдают электронную подпись. Актуальный список представлен по этой ссылке. По ней вы можете также перейти под видео в описании. Файл называется «Перечень подразделений в регионах Российской Федерации». Различие в названиях «аккредитованное по новым правилам лицо» и «доверенное лицо ФНС» или «удостоверяющий центр ФНС» в том, что аккредитованные организации продолжают выдавать и продлевать сертификаты для юрлиц и ИП после 1 июля, а также выдают электронные подписи для физлиц. Список доверенных лиц ФНС или удостоверяющие центры ФНС пока не утвержден, он появится ближе к концу этого года. Только генеральный директор может получить электронную подпись на организацию. Сотрудники будут пользоваться электронными подписями для физлиц, подкрепленными электронной доверенностью от имени руководителя организации. Электронную подпись для частных лиц и машиночитаемые доверенности выдают платно в аккредитованных коммерческих удостоверяющих центрах. Это также распространяется на сотрудников госорганов и кредитных организаций. Если раньше сертификат выдавали в среднем за один день, если срочно за пару часов, то теперь время выдачи увеличивается в зависимости от загруженности налоговой инспекции. Повлиять на процесс и ускорить его навряд ли кому-то удастся. Где применять новую электронную подпись? Электронные подписи от налоговой будут унифицированы. Один и тот же сертификат подойдет для налоговых отчетов и деклараций, отчетности в государственные информационные системы, любых электронных торговых площадок, операторов электронного документооборота. Но на данный момент все интернет-ресурсы настроены по-разному. Разные электронные подписи для разных целей. До начала следующего 2022 года происходит замена внутренней структуры. Что делать с текущей подписью? Зависит от того, когда истекает срок вашего сертификата или когда понадобится новое, если вы только открываетесь. Электронные подписи, которые заканчиваются в период до конца декабря этого 2021 года, можно оформить в ФНС, заказать в доверенном удостоверяющем центре ФНС, когда они появятся официально, продлить или оформить в аккредитованном коммерческом удостоверяющем центре, но подпись будет действительно до 1 января следующего 2022 года, даже если этому удостоверяющему центру присвоит статус доверенного лица ФНС.
Если срок истекает уже в 2022 году, то подписывать документы, действующие электронной подписью, можно только до 1 января 2022 года. Ближе к концу года нужно заказать новую в удостоверяющем центре ФНС или в ФНС, чтобы 1 января не остаться без подписи. Некоторые коммерческие удостоверяющие центры, которые оформляют либо продлевают сертификат с 1 июля по декабрь 2021 года и рассчитывают получить статус удостоверяющего центра ФНС в борьбе за клиентов в случае переаккредитации, предлагают взять все расходы на бесшовный переход на новую подпись от ФНС на себя. Что нужно для получения ЭЦП? Теперь, чтобы оформить электронную подпись в налоговой или в удостоверяющем центре ФНС, нужно заявление, паспорт и СНИЛС руководителя, носитель для записи сертификата токен, документация на токен. Также необходимо подготовить рабочее место. На компьютер, где руководитель будет подписывать документы, нужно установить средства криптографической защиты информации, программное обеспечение CryptoPro CSP. Перед тем, как получать ЭЦП в налоговой или удостоверяющем центре ФНС, генеральному директору придется прийти лично, чтобы его идентифицировал сотрудник ФНС, то есть сфотографировал с паспортом и пробил по базе. По доверенности оформить первую электронную подпись не получится. Зато можно будет продлить ее дистанционно, если никакие данные не изменятся. Требования к заявлению, носителю и криптографическому ПО. Заявление на квалифицированную электронную подпись. Как подать? Заполнить от руки в налоговой инспекции, в личном кабинете налогоплательщика. Жизненной ситуации нужна квалифицированная электронная подпись. Отправить с ресурса, который интегрирован с информационной системой ФНС, например, из сервисов онлайн-бухгалтерии, когда такую возможность настроят. Что указать в заявлении? ФИО генерального директора организации или индивидуального предпринимателя, полное название организации, данные паспорта, ИНН юрлица или ИП, СНИЛС, номера ОГРН для организации или ОГРН ИП, соответственно, для индивидуального предпринимателя. ЭМЭЛ. Эти требования перечислены в приказе ФНС от 30 декабря прошлого 2020 года. Носители информации, токены. Токены, куда записываются составные части сертификата подписи, открытые и закрытые ключи, не будут продаваться в налоговой. Его нужно будет принести с собой. Носитель по виду напоминает обычную флешку, разъем входа стандартный USB. Но эти устройства обладают высокой степенью защиты от копирования или вторжения чужеродного ПО. Токены проверяются и сертифицируются в ФСБ и в СТЭК. ФСТЭК – это Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации. Где купить токен? В аккредитованных и даже не лицензированных коммерческих удостоверяющих центрах, в интернет-магазине производителя, в специализированных интернет-магазинах. Кроме токена, в налоговую или удостоверяющий центр ФНС придется предоставить техническую документацию на купленный токен. Главное требование – актуальность сертификата соответствия на устройство. Требованиям ФСБ соответствуют модели серий RUTOKEN ECP 2.0 S-Lite и Jakarta Ghost, Jakarta 2 Ghost и другие. Токены не одноразовые. Их памяти, до 32 ключей, в зависимости от модели, хватит на несколько подписей, которые хранятся одновременно, если это удобно, например, один руководитель на несколько организаций, или последовательно, когда новый сертификат записывается рядом со старым. Например, на RUTOKEN Lite можно записать до 15 сертификатов. Стоимость носителя 1300 рублей на сайте производителя. Но в сервисных центрах часто предлагают дешевле в рамках выгодного тарифа или в подарок по акции. Требования к сертификатам ужесточились. Подписи, которые выдает ФНС или будет выдавать удостоверяющий центр ФНС, не экспортируемые и не копируемые, то есть существуют исключительно на носителе. Также сервера ФНС не копируют и не сохраняют ключи у себя, как раньше это делали удостоверяющие центры, предоставляя услугу хранения ключа дубликата на случай, если токен вдруг сломается или потеряется. Теперь вместо замены только новый сертификат. CryptoPro CSP.
Единственным поставщиком криптографического программного обеспечения для работы с электронной подписью от налоговой стал разработчик ООО CryptoPro и его продукт CryptoPro CSP. Нужно купить лицензию и установить на рабочий компьютер или ноутбук CryptoPro CSP версию от 4.0 до 5.0. Это можно сделать в коммерческих сервисных центрах, а затем в удостоверяющем центре ФНС. Люди, впервые зарегистрированные в CryptoPro, пользуются этим ПО бесплатно в течение 3 месяцев. Спустя 90 дней необходимо приобрести лицензию, чтобы работать дальше. Стоимость 1500–2500 тысяч в год и выше. Зависит от типа лицензии и числа подключенных компьютеров. После записи сертификата на токен можно подписывать документы на рабочем компьютере с установленным CryptoPro. Как пользоваться электронной подписью? Как подписать в программе отчетности или ЭДО? Это проще всего, поскольку такая необходимость предусмотрена разработчиками. Без подписания программа не отправит отчет или документ, или предложит подписать автоматически. Проверьте документ перед отправкой. Выберите опцию «Подписать и отправить» и выберите сертификат, если их установлено несколько. Если вы пользуетесь программой ЭДО, загрузите документ, подпишите, выбрав сертификат, укажите получателя из списка. Нажмите «Подписать и отправить» или «Подписать и отправить». Принцип тот же, что при отправке обычного письма по электронной почте. Как подписать документ электронной подписью в Word? Чтобы подписывать документы вне сервиса, необходима специальная программа, например, CryptoArm, Contour Crypto и аналоги. После установления ПО функционал документа правой кнопкой мыши позволит его подписать. Разберем на примере CryptoArm. Далее система предложит несколько несложных шагов. Выбор файлов. Можно выбрать и подписать больше одного документа. Выходной формат позволит выбрать вид кодировки – DAR или Base64. Обычно это не важно, но, например, Росалкоголь-регулирование принимает только кодировку DAR. В параметрах подписи определите, какая подпись вам нужна – присоединенная в документе или отсоединенная отдельным файлом с расширением SIG. При выборе сертификата подписи укажите сертификат из списка, если их больше одного. Последний этап – завершение – позволит сохранить настройки, и путь подписания станет короче. В итоге документ или увеличится в размерах – подпись внутри, или рядом с документом появится файл с подписью. Типичные ошибки при работе с электронной подписью. Документ нельзя подписать. Если до этого все было нормально, скорее всего, закончился срок лицензии программы CryptoPro или аналогичной, вы вставили не тот токен или закончился срок действия подписи. Также возможна механическая поломка токена. Обновите лицензию ПО, перепроверьте актуальность подписи. Если сломан носитель, подпись придется перевыпустить. Электронная торговая площадка ЭТП не видит сертификат. Ошибка возникает при отказе войти в систему ЭТП, либо в списке не видно сертификата участника. Причин может быть несколько. Неправильно настроен сертификат ключа, некорректная работа браузера, на компьютере не установлен корневой сертификат, должны установить в удостоверяющем центре. Срок действия ключа истек или выбран не тот сертификат, неправильно установлена библиотека. Отключите все плагины, которые мешают работе браузера, например, VPN. Примите сайт торговой площадки в категорию надежных. Убедитесь, что корневой сертификат и сертификат открытого ключа установлены верно, а токен не поврежден. Выберите действующую электронную подпись. Проверьте, есть ли на компьютере библиотека, например, Copy.com. Канал Предприниматель Инфо. Друзья, буду рада вашим подпискам и лайкам. Скоро для вас еще больше интересных и нужных инструкций и новостей для бизнеса.